Новая Волга создается в сотрудничестве с Geely. Очень скоро в Москве откроется офис Волги. Уже набрали людей. Соответственно, и презентация проекта не за горами. По иронии, опять будет присутствовать Мишустин. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Почти год о проекте Волга не появлялось никаких новостей. Казалось, что о нем и вовсе забыли. И вдруг неожиданная информация всплыла снова. Причем это было не намеком на робкое возвращение, а настоящим полноценным перезапуском, который заметил каждый. Еще буквально недавно стало известно, что у бренда появился новый технологический партнер, а уже сегодня обсуждается целая линейка автомобилей, которые должны возродить имя Волга. Рассказывают, какие именно модели будут носить на решетке радиатора оленя, сколько их окажется в гамме и какие кузова для них выберут. По имеющимся данным, главным партнером станет китайская компания Geely, та самая, что стоит за белорусским брендом BLG. А BLG за последние годы показал такие темпы развития, что их кроссовер с индексом X50, то есть первое поколение Geely Coolray, сумел на короткое время стать самой продаваемой иномаркой в России. На этом фоне заявление топ-менеджеров BLG о том, что они намерены занять в России второе место после АвтоВАЗа, уже не выглядит смелой шуткой. Очевидно, Geely внимательно наблюдает за успехами Chery, которая успешно засыпала российский рынок сразу несколькими марками, Moda, Exit и прочими. И какая модель не пришлась по вкусу покупателю, деньги все равно останутся внутри концерна. По такому же пути, судя по всему, идет и Geely. Теперь у нас есть сама Geely, BLG и еще Волга. Все они будут родственными машинами одного концерна. Можно вспомнить и про любопытный эпизод. Кроссовер Geely Tugela со временем выделился из основной линейки и стал выпускаться под названием New Star 001. Почему именно он и почему единственный? Вопрос открытый, но факт остается фактом. В итоге главный вопрос заключается в том, какие именно модели станут Волгами. Коммерсант приоткрыл занавесу, указав, что в линейке окажутся 3 конкретных автомобиля. Самая младшей Волгой будет Geely Emgrand. Сегодня этот седан остается самым доступным в линейке Geely в России. С учетом всех скидок стартовая цена составляет около 1,5 миллиона рублей, а максимальная версия оценивается чуть больше, чем в 2 миллиона. Значит, новая Волга дороже быть просто не сможет, иначе ее не станут покупать. Локализация производства на территории России должна сыграть свою роль и немного снизить затраты, по идее. Машина действительно привлекательна. Это полноценный C-класс с атмосферным мотором на 122 лошадиные силы, классическим автоматом и без турбины. Таких китайских автомобилей сейчас почти не встретишь. Есть все шансы, что именно эта модель станет популярна у таксопарков, как когда-то легендарная ГАЗ-24. Вторым автомобилем в линейке окажется Geely Preface. Здесь речь идет уже о полноценном седане бизнес-класса из сегмента D. Его длина 4 метра 83 сантиметра. Под капотом стоит 2-литровый мотор на 200 лошадиных сил, а коробкой служит 7-ступенчатый робот. Дорожный просвет у машины небольшой, чуть больше 13 сантиметров, но для городских условий его хватит. Комплектация впечатляет. Система автоматического дальнего света, вентиляция сидений, распознавание дорожных знаков и многое другое. Третьей Волгой станет кроссовер Geely Manjaro, который и без того выходит в число самых популярных паркетников на российском рынке. Даже с ценой в 3,8 миллиона рублей за базовую версию он регулярно попадает в десятку лидеров продаж. Здесь предлагается полный привод, 8-ступенчатый автомат, 238 лошадиных сил и внушительный набор опций, от трехзонного климата и проекционного дисплея до системы автоматической парковки. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать
начать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет Автоазия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. Автоазия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в Автоазию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Почему такие Волги обречены на успех по мнению создателей, если их так можно назвать? Они называют как минимум 3 причины. Первая заключается в том, что эти машины уже продаются и неплохо себя зарекомендовали. Покупателям не придется привыкать к новому имени, они просто получат знакомые автомобили под другим брендом. Вторая причина – развитая дилерская сеть и сервис. Продаваться Волги будут вместе с Geely, как это устроено у Chery и Tonet. И третья – репутация. Такие автомобили с удовольствием возьмут и чиновники, и корпоративные парки, и службы такси. В условиях строгой секретности будут подпольно собирать непонятно что через подставные фирмы. Это точно государственный проект? И вот остается задать вопрос. Купили бы вы себе такую Волгу? И если да, то какую именно? Волгу М-Гранд, Preface или Manjaro? Лучше бы была Волга Jetta, Волга Passat, Волга Тигуан или Волга Октавия, Волга Суперб, Волга Кодиак. Наверняка бы лучше брали бы. А ведь могли бы. В 2023 году внезапный интерес к марке Волга возник у члена наблюдательного совета Porsche Зигфрида Вольфа. Бизнесмен направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил на принадлежавших тогда Volkswagen 2 заводах возобновить выпуск моделей Шкода. При этом бизнесмен подчеркнул, что у этих автомобилей необходимо изменить внешний вид и сделать их похожими на Волгу и Победу. По его замыслу, перелицованный Rapid следует начать выпускать на заводе в Калуге, а производство моделей на базе Octavia, Kodiaq и Karoq можно наладить в Нижнем Новгороде. Австриец подчеркнул, что такой шаг может заложить основу для дальнейшего развития независимой и современной российской автомобильной промышленности. Более того, он указал, что договоренность с высшим руководством Volkswagen уже достигнута. Амбициозные планы Вольфа не сбылись. После начала СВО Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей в России. Также было расторгнуто соглашение о контрактной сборке машин под торговыми марками Volkswagen на предприятии ГАЗа в Нижнем Новгороде. ГАЗ начал судебную тяжбу с Volkswagen Group, требуя взыскать убытки, однако в итоге стороны смогли достичь мирового соглашения. Ну и обещанная мною шутка. Самый смешной пранк этого столетия – велеть людям учиться 15 лет, чтобы потом заменить их искусственным интеллектом. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.